Приветствую всех, я веду канал на YouTube Targeted Individual. Сегодня я наконец выбрался из дома и хочу поделиться своими новостями, а также показать, если получится, вживую, что такое гангсталкинг, да, и объяснить вам всем о таком явлении, как пси-террор, что это такое и как это проявляется в режиме реального времени. Я довольно долго сидел дома, как уже говорил, и все время, как я описывал, были проблемы с ногами, И я пытался разобраться все. То есть в чем это заключается? На самом ли деле их обстреливают отравляющими веществами, когда я выхожу, либо же дело в другом. И находясь продолжительное время дома, я таки разобрался, в чем дело. Дело в том, что они стреляют постоянно по ногам ультразвуком. Хочу еще сказать, что постоянно, даже ночью, когда идешь, машины поджидают, они специально выезжают так, чтобы, совпало по времени с твоим проходом. И после этого даже чувствуется какой-то запах, то есть, не характерный. То есть вполне возможно, что так они разбрызгивают и отравляющие вещества. То есть им нужна непосредственная близость, а также выехать на тебя из угла, когда именно ты проходишь. Так получается, я пытался разобраться в том, как же это происходит, да, и что такое у меня с ногами. А оказалось все намного проще. Они просто постоянно обстреливают их ультразвуком. И когда я ложусь спать, получается, я стал чувствовать, что, когда только засыпаешь, они просто направляют этот свой прибор, свою пушку, свой ультразвуковой пистолет, да, и мне приходится, чтобы не попадало это все в паховую область, поворачиваться, то есть на бок и подставлять таким образом бедро. И получается так, что этот импульс, который колбасит, идет все время в бедро. И от этого, конечно, когда просыпаешься, чувствуется, что начинают уже кости хрустеть, что это все, дает о себе знать. То есть, не столько, именно ноги, сколько они работают, насколько понимаю, с мышечными волокнами, да, и то есть повреждают структуру костей даже этим ультразвуком. То есть, постоянная долбежка. Также стоит только встать на ноги, как они тоже, то есть, насколько понимаю, с довольно далекого расстояния идет эта стрельба. А также вполне возможно, что из близкого соседи сверху либо снизу это все делают. То есть ложишься спать, и сразу чувствуется, как, то есть раньше они долбили преимущественно в голову, да, а теперь стали обрабатывать ноги специально, чтобы я никуда не вышел и не смог ходить, даже когда выйду нормально. И сейчас у меня чувствуется довольно сильная боль как раз таки в том месте, куда они направляют эту долбиловку свою. И получается, в общем, сейчас уже проблема с бедром стала после этого всего. А также я заметил, что стоит только сменить положение, да, как начинаются сразу стуки и слышен какой-то грохот, как будто эту аппаратуру перемещают просто с места на место. Но все равно какое-то шоу уже с пьяными начинается. Я не знаю, это случайные люди или нет, но, в общем-то, так они устраивают постоянно всякие сценки, и там видно, что мужик какой-то сейчас, можете посмотреть, и сразу машина поехала,
мужик стоит с рюкзачком и тоже вот смотрит на это все и вроде как снимает также на камеру, вот там вдалеке за ними. Но не будем отвлекаться на эту сценку, в общем. Пойдем дальше. Ну вот он стоит, разговаривает там по телефону, на самом деле также ведет съемку, насколько понял. Он раньше стоял, когда я только подходил. И вот получается, когда ты меняешь местоположение, то чувствуешь, что вот этот луч, да, он довольно узконаправленный, он тоже переходит и начинает как бы, ну, не попадает в прошлое место, где ты был, да, но они стараются опять-таки подкосить ноги, поэтому попадает уже в другую область ног. Ну, я стараюсь как-то перемещаться и уклоняться, в общем, от этого луча, который в диаметре, ну, не знаю, не слишком-то большой уже, да. Но они все равно перемещают вот эту свою аппаратуру за мной, да. А когда ложишься спать, здесь уже сколько бы ты ни бегал, как бы они все равно, ну, направят именно на ту область, которую они хотят тебе, можно сказать, так разрушить. Вот. И много жертв пишут, что им стреляют по ногам, но это действительно так, они лишают людей мобильности, лишают передвижений тем самым. Ну а когда, например, им нужно, чтобы жертва там не думала, не делилась ничем, то они просто направляют этот луч ультразвука на голову, например. И все, после этого перестаешь также нормально соображать. То есть вот до чего докатились эти садистские эксперименты. Они сами выбирают, какую область, в общем-то, вам нужно подделать, чтобы вы стали более инвалидизированными, да, и как бы, ну, не смогли нормально дать им отпор даже. То есть я себя чувствую вот реально сейчас каким-то инвалидом, потому что я еле выбрался из дома, еле хожу. Если еще добавить к этому всяческие отравления, там, облучение и все прочее, то вообще как бы и жить не будешь нормально, и не умрешь. Вот такое вот состояние. Но только сейчас, когда я ушел от места, где, в общем-то, вот эта вот долбежка, то есть место моего проживания, да, только сейчас я почувствовал, что наконец-то, ну, как бы перестали меня долбить по ногам. А также постоянно рядом идут какие-то строительные работы, во время которых они могут с вполне приличного расстояния вот, долбить этим лучом, ультразвуком, инфразвуком. Ну и прикрывать вот эти всякие звуки звуками там работающих двигателей, там тракторов, там, ну, звуками строя.